Добрый день, дорогой зритель. Я рад приветствовать тебя снова на канале Гримера. Это третья серия, в которой мы изучаем феноменальные просто пиксели Vampire Survivors. Вот, в прошлой серии я обещал, что мы посмотрим усилением, и там пришла кошка, все сломала, и в общем, да. Поэтому смотрим усиление сегодня. Я так как за кадром немножко покликал, и в принципе, я думаю, что сегодня я хотел сходить с вами, посмотреть вместе с вами, вернее, двух персонажей. Это Дженара и вот этого Клеричи. И так как Дженара, у него очень специфическое оружие, которое я успел посмотреть, так сказать, до снятия первой серии. И я бы, наверное, прокачал силу. Да, увеличивает наносимый урон с каждым рангом на 5%. Вот, собственно, максимум 25. Непонятно, это пока что непонятно, это общее усиление в принципе, либо усиливает тот предмет, да, который нам попадается в бою, а собственно шпинат, который, да, мы там могли встречать. Ну, посмотрим. В принципе, посмотрим. Плюс-минус я помню, сколько наносили какие артефакты урона, и будем сравнивать по памяти, в случае чего обратимся к видеоматериалам предыдущим. Вот, поэтому мы покупаем силу, мы жмем начать, жмем Дженара, жмем выбрать. Да, и хотелось бы за него, наверное, сходить в библиотеку. Почему? А потому что я предполагаю, что его оружие там должно себя довольно неплохо показывать. За счет ограничения, так сказать, вот этих вот у нас в вертикальной, да, плоскости, что мы можем особо там сильно перемещаться только по горизонтали, я думаю, что он там будет неплохо. Начинаем. Так, стреляет он только в направлении, куда смотрит, своими чудесными ножами. И я думаю, что... ладно, может это и не такая уж хорошая идея была. Ау. Это больно. Так. Я считаю, что нам нужно что-то массовое сейчас. И что-то, что будет стрелять в толпу. Наверное, Рунтрасер. Мне не очень нравится голубь, потому что он, ну, прям уж совсем рандомный. Хотя, возможно, там на каких-то будущих уровнях прокачки он будет поинтереснее себя вести. Но я думаю, что Рунтрасер поинтереснее. Вот. Красота. А почему их сразу два покупают? Очень большой вопрос. Я как-то не удосужился прочесть особенности этого персонажа. Возможно, его особенностью является как раз то, что он выпускает изначально по 2 проджектайла. Ну-ка, сейчас мы сравним на примере Библии. Да, он изначально, видимо, выпускает по 2 проджектайла. Ну, это очень приятно, я вам скажу. Потому что, как бы, это будет гораздо интереснее. Вот копье времени, наверное, а может быть защита. Но мне кажется, что копье времени гораздо интереснее, потому что это контроль. Контроль всегда интереснее, чем... Вот я думал, что их будет вылетать 2 копья времени, но оно вылетает, по-моему, ну, вот мне так кажется, это не точно, мне кажется, что вылетает оно почаще, чем у других персонажей. Так, ну раз уж мы увеличивали урон, я предлагаю взять шпинат и увеличивать урон еще больше. Копье не наносит урон, да, ледяное, в принципе. Зато Рунтрасер наносит, в принципе, неплохой урон, Библии тоже. Поэтому я думаю, что мы справимся. Что-то как-то Библия очень слабо бьет этих ребят. Но Рунтрасер их ваншотает, в принципе, поэтому
Они нам не то чтобы очень сильно страшны. Так. Базовый урон на 5, скорость на 20. Звучит как план. Собственно, их изначально 2, теперь их 3. А, нет, это из-за того, что вылетели предыдущие, успели. Да. Так. Ломаем лампу. Ай-яй-яй. Надо бы, наверное, немножечко ретироваться из этого места. Хотя нет, вроде все довольно неплохо. 3 Библии. Или их будет 4. А вот это вот уже очень даже интересный вопрос. Будет их 3 или 4. Пускай это еще один снаряд. А я хочу проверить. Я бы, наверное, конечно, взял... Ой-ой-ой. Их 3 все-таки, да? Да, их все-таки 3. Ну ладно. Не то чтобы очень прямо обидно, что их всего лишь 3, но было бы гораздо приятнее, если бы их было 4. Непонятные существа. А можно, пожалуйста, курицу. Курочка бы не помешала, я что-то уже наполучал по лицу. Падают только монетки. Ну, конечно, конечно, конечно. Конечно, только монетки. Так. В принципе, все довольно неплохо сейчас у нас с тобой. Потому что нечисть впереди, ножи вроде как неплохо коцают. Нечисть позади неплохо коцают рунтрасеры, нечисть вокруг Библии. Уменьшить откат на 8%. А сильно ли это повлияет? Я вот просто думаю. Мне кажется, выгоднее было бы, наверное, допустим, +1 ножик взять. Чтобы лучше расчищать дорогу, когда мы движемся вперед. Потому что, да, вот с некоторыми ребятульками тут взаимодействие не очень удобное за счет того, что у нас как бы нету лука, чтобы их расталкивать, нету вот той вот зеленой петрушки, забыл уже, как она называется, неважно. Так, еще увеличиваем урон рунтрасеров. Я думаю, что это хорошая комбинация для нас. Это хороший выбор. Особенно, когда их с самого начала прям 2. Когда мы возьмем 3, мне кажется, вообще будет хорошо, потому что тут больше возможностей отталкивания от стен. Наверное, блин, жезл. Потому что нужно что-то, наносящее большой урон. Хотя копья с этим вроде неплохо справляются. Больше ножей. Еще больше ножей. У них вроде как неплохой урон. Если мы найдем еще шпината, то я думаю, вообще можно будет сделать красиво. Да, что-то мне подсказывает, что можно будет сделать еще такую грязищу. Хочется сундучков. Хочется полутать сундучков. Скорость на 30%, размер на 25%. По-моему, это прям красота. Хочется побольше сундучков полутать. Просто для того, чтобы посмотреть сегодня как можно больше усилений. Это было бы очень интересно, я думаю. И с усилениями, мне кажется, мы бы смогли проходить гораздо и гораздо дальше. Топор или шпинат? Я думаю, что шпинат. Еще увеличиваем урон. Просто тут как бы усиление урона в процентах вкупе с тем, что у нас есть усиление... О, сундучок. Вкупе с тем, что у нас есть усиление, да, уже купленное в магазине. Я думаю, что это гораздо лучше. Ну, процент увеличивает процент, это прям прекрасно. 78 денег. И еще одно усиление ножей. И плюс 1 нож. Это прям хорошо, я думаю. Это прямо отлично даже, я бы сказал. Так.
Если я правильно понимаю, к слову, механику всего, что здесь происходит, я думаю, броня, то классный сундук, с которого выпадает сразу 3 ништяка, должен быть третьим сундуком. Вот. То есть нам нужно убить еще 2 вот этих вот великанов, получить классный сундук, в котором лежат сразу 3 усиления. Вопрос, как это сделать, конечно, такой базовый урон на 10. Ну, то есть суммарно, как бы мы там, ну, типа на 2,5, вот сейчас на 12,5 повышаем урон, по сути, да, за счет усилений процентных наших и за счет того, что мы прокачали Библию. Еще поднимаем урон. Рунтрасеры бьют уже по 30-очке. Вот это прям приятно, приятно, приятно. Очень и очень приятно, я бы сказал. Ну, сейчас мне очень даже нравится библиотека в текущий момент, потому что, ну смотри, прям с прокачкой ножей мы прям выносим все, что впереди нас. Вот, да, я прям очень рад на текущий момент нашему билду, потому что прям все как-то очень хорошо идет. Мы уже взяли 17 уровень. Мы уже прям библиотека ощущается, будто вот все, она пройдена. Посмотрим. Так, это второй сундук. Ну, в теории, как бы, да, по прошлым итерациям, в которые я играл, третий сундук был классным. Там выпадало 3 улучшения сразу. Так, улучшаем рунтрасеры, теперь у нас 3 рунтрасера, и вот это уже прям хорошечно, по-моему. Потому что эти ребята что-то не хотят умирать с одного удара. Увеличивает базовый урон еще на 5, и плюс 1, это 7 уровень. Ой-ой-ой. Это очень сильно, и я не убил при... А почему она не ваншотнула что-то призрака? Ага. Ну, то есть, в принципе, ее просто убить. Просто почему-то мое огненное дыхание не ваншотнуло. Так вот, призрак это плохо. С другой стороны, в принципе, за счет ножей я могу неплохо их контролировать. Стой том, уменьшает откат оружия. Я не хочу брать крест. Я, наверное, возьму пустой том, чтобы чаще стрелять. По ощущениям, как будто это прям вот гораздо больше, чем 8%. По ощущениям, как будто ножи стали вылетать прям гораздо чаще. Не вот немного чаще, а прям гораздо чаще. Призраки бьют очень больно. И очень-очень неприятно. Курочка. Ой-ой-ой, спасибо за курочку. Нужно поднимать еще урон. Для этого нужно проэкспиться. Я думаю, что... Ну. И еще на 10%. Мне кажется, что это должно неплохо сыграть нам на руку. Да господи, что ты такое творишь? Ты же должна была умереть. Она же умерла далеко от меня, типа... Почему она не... Какая-то жесть начинается. Нужно сейчас поаккуратничать немножко. Поаккуратничать, говорю я. И иду экспеца прям в гущу врагов. Ну, конечно. Да, но нужно бы немножечко поаккуратничать и пособирать экспы. Попробовать выдернуть, наверное, реген. Хотя я думаю, что реген в 0,2 хп в секунду меня не сильно-то и спасет. Что мне может помочь сейчас? Мне сейчас может помочь курица. Курица может мне очень сильно помочь, я считаю. Так, мешкание из стороны в сторону нас только
как бы приближают к летальному исходу, поэтому стараемся этим сильно не заниматься. Проходят сквозь одного врага. Воу! Вот это уже хорошо выглядит. Но я, конечно, сейчас сдохну. Я лутанул прям красиво. Я считаю, что я лутанул. Главное, сильно близко к стене не подходите. Я сейчас понял, потому что если они вынырнут из-под стены, то все будет у нас очень плохо. Да, господи, где канделябры? Где хоть что-нибудь? Чеснок? Ах, Юля. Не было канделябров. Ладно. Ну, неплохо, я считаю, неплохо. 2 сундучка лутанули, 5 курочек, немножко денежек. Посмотрели, как он себя показывает здесь. И я считаю, что вот этот вот Дженаро довольно неплохо показывает себя на карте библиотека. Потому что, ну, как бы, да, противники тут только с 2 сторон, в принципе. Нет, но они вылазят там откуда-то из-за текстур, но концентрируются только по горизонтали, и от этого довольно удобно их отстреливать. Так, чтобы прокачать урон еще на 5%, нужно 400 денег. Тут 660. Ага, все подросло в цене на 20-очку, да? Я предлагаю взять регенерацию, наверное. Или увеличение максимального количества здоровья. Я предлагаю взять регенерацию. В принципе, пассивная регенерация, я думаю, сыграет на руку. Все еще, да, на 20-очку? Да, еще на 20-очку все подорожало. Угу. Так. Ну и посмотрим, наверное, на Клеричи. И опять, наверное, пойдем в библиотеку. Да. Попробуем этого молодого красивого в библиотеке. А где? А что? Точно. Я вспомнил про его чудесную способность. У него в начале очень большие проджектайлы, там, до определенного момента вылетают, но его стартовое оружие — это вот святая вода. И, наверное, Библия была довольно плохой идеей. Я хочу получить чеснок на него в начале игры, потому что он очень хорошо на нем работает в начале игры. Это прям, мне кажется, лучший старт для него. Потому что с вот такими гигантскими зонами... Ладно. Потому что с такими гигантскими просто зонами, по которым он бьет, чеснок будет очень хорошо, я думаю, взаимодействовать. Денежка выпала. Денежка — это, конечно, хорошо, но да можно и лучше было бы, я считаю. Да можно чесночок, пожалуйста, чесночок. 2 святые воды. Базовый урон на 10. Я 2 святые воды, думаю... Ай-яй-яй. Все, вот, все так. Все уменьшилось. Эффект перестал действовать. Чудо-чеснок уже, в принципе, сейчас не особо-то и нужен. Хотя, ну, не помешал бы, скажем так. Я думаю. 2 склянки. Почему они улетают за текстуры? Сейчас вот я не понял. Ну, то есть, типа, там же я туда не могу пойти. Зачем? За что? За что такой хейт игра? Чеснок очень хорошо, мне кажется, стакается просто с святой водой, да, которая является его стандартным оружием. Хотя бы по той причине, что он отталкивает ребятулек. И они дольше держатся в вейт-зоне от святой воды. И, как следствие, дольше получают урон. И это очень просто невероятно приятно. Я так подозреваю, что не будет. Не стоит ждать чеснока, пытаться его налутать. Стоит пойти поискать альтернативы, да? Стоит пойти полутать немножечко
канделябров, потому что наполучали очень много по лицу, пытаюсь получить, да, до стартовой прокачки. Успеть взять чеснок, пока действует вот этот странный, но очень интересный на самом деле эффект. Так. Тяжело. Персонаж становится 10% удачливее. Я думаю, что это, ну, прям не то, что я хочу видеть. Наверное, я хочу видеть ускорение снарядов на 10%. Потому что, ну, раз уж святая вода, пусть она хоть летает побыстрее, что ли. Ну, плюс будет буст Библии небольшой. Да, а святая вода... Вот мне интересно, что подразумевается под скоростью снарядов в случае святой воды? То есть только скорость полета банки? Или еще какие-то дополнительные параметры, типа скорость, да, нанесения урона void-зоной? Потому что, по-моему, огоньки стали как-то интенсивнее сверкать внутри void-зоны. Я просто не обращал внимания, это случилось гораздо раньше. Да пусти меня, отдай мне мои деньги. Мы сюда пришли за деньгами, потому что нам нужно прокачиваться. Я думаю, что... Ой-ой-ой-ой, смыкалось. Так, еще один снаряд. Я думаю, да. Я думаю, что, ну, как бы, если уж мы будем проигрывать со святой водой, то проиграем красиво. Чтобы вот все знали, что... Да, ну, надо было взять, наверное, хотя бы жезл, чтобы как-то более качественно... Опа, сундук. Базовый урон на 10. Поехали. У нее, кстати, очень неплохой урон, на самом деле. Когда вот она разгоняется. Прям красиво становится. Так, подбираем сундук. Открываем сундук. Давай еще один уровень святой воды. Топор. 2 проджектайла топора. Ну, в принципе, неплохо. Но, если бы, наверное, мы получили еще один уровень святой воды, было бы вообще шикарно. Я считаю. Было бы прям огонь. Ой-ой-ой. Все. Так, мы минули это дело. Базовый урон на 20. Или... В принципе, святая вода уже наносит хороший урон вот этими вот красными циферками, собственно, как топоры, когда им повышаешь базу на 20, да. Поэтому я думаю, что прокачать урон Библии было бы неплохо, чтобы разбираться с ребятками, которые вблизи нас тусуются, да. Броня. Максимальное здоровье на 20%, я думаю, очень приятно было бы повысить. Ой, курочка. Курочка всегда восстанавливает стабильно 30 хп. Окей. Ну, я как бы так и думал. Потому что она всегда восстанавливает 30 хп вне зависимости от персонажа, а у них у всех разный, да, стартовый запас здоровья. Но где-то внутри меня теплилась надежда, что может быть там оно процентное. Глупо, я понимаю, но все же. Еще увеличим здоровье. У нас есть регенерация встроенная. По-моему, кстати, у этого персонажа есть тоже какая-то встроенная регенерация, но это не точно. Да, 0.6. Регенерация 0.6. То есть он изначально восстанавливал 5 за счет того, что мы прокачали усиленную регенерацию. Он теперь восстанавливает 0.6 и прям вообще хорошо, я считаю. Ну прям восстанавливать 0.6 здоровья в секунду в этой игре это неплохо. Хотя, ну мы подняли неплохо так здоровье. Может еще раз поднять? Нет, хочу увеличить всю скорость, чтобы склянки быстрее прилетали, чаще дамажили. И Библии тоже летали побыстрее, пошустрее. Это было бы гораздо приятнее. Хочется убить вот этого парнишку и забрать сундучок 101.
Можно, пожалуйста, святую воду прокачать? Просто если ножи прокачиваются тем, что они летают сквозь врагов, то как же прокачается, ну вот последний уровень у этого? 3 Библии. 3 Библии это хорошо, 3 Библии это прям почетно, я считаю. Пускайте еще один снаряд. Вот, 4 штучки, вот это я люблю. Это то, что я люблю. Да, пошла вон. Ага. Ой, заливаем, хорошо, хорошо. Нужно бы урон, наверное, на библиях поднять. В принципе, если сейчас выпадут топоры, то, наверное, стоит прокачать топоры, чтобы, ну вот, топорами близко сильно подходящих вот этих ребят убивать. Да, вот магнитосферу могли бы взять, конечно, это, ну, топоры поинтереснее, а больше урона вот этим, да, вот, товарищам. Очень хочется им больше урона наносить. Потому что они прям неприятные, и они уже не умирают с одного хита проджектайлом. А я против этого. Я хочу, чтобы все погибали с одного хита моими проджектайлами. Почему они так сильно отталкиваются? У меня же вроде были тоже, типа, Библия в прошлом трае. Может, это персонажа есть какое-то повышенное отталкивание еще попутно встроено. Потому что, по-моему, в прошлом трае они вообще так не отталкивались. Эффект на 0,3 секунды, урон на 5. Ой, это предпоследний тир. А я хочу предпоследний тир, я хочу посмотреть, что будет в последнем тире святой воды. На текущий момент она наносит просто какой-то бешеный урон. Она мне начинает уже прям даже нравиться, святая вода. Прям хорошечно заходит. Так, я думаю, что сейчас, наверное, я думал покружить или не покружить. Думаю, что вот сейчас я соберу то, что вот тут лежит. Попытаюсь, по крайней мере, налутать побольше опыта. Ух ты какой. А если он такой большой, может с него выпадет сундучок? Кажется, не выпадет. Ладно, не будем жадничать. По крайней мере, сейчас не будем жадничать. Магнитосфера, большее расстояние для подбора XP сейчас, мне кажется, очень важно, потому что, ну, не все мобы ваншотаются библиями, да, чтобы подходить и сносить их, подбирать XP, да, которая нам, собственно, нужна. А с магнитосферой будет как-то попроще, ну, может, хоть что-то ударит. Ой-ой-ой. Сундук! Нет, сундук! Нет! Вот так вот. Базовый урон на 5, размер на 20%. Давай. Сундук. Это тройной сундук. Это мы сейчас в теории могут упасть 3 библии. И мы прокачаем библию на максимум. Подожди, что мы получаем? 5 слотов? Ой, хорошо-то как. Так, что мы получили? Проход сквозь 2 врагов, топоры, 4 уровень. Окей, дальше. Скорость на 30%, размер на 25 у библий. Отлично. Максимальное здоровье на 20. Прекрасно. Сильнее магнитосфера на 33%. Окей. И последнее у топоров. Еще один снаряд. 3 топора. Вообще шикарная щита. Просто великолепно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это предпоследний тир, 7 уровень Библии. Нам бы, наверное, стоит, может быть, взять еще что-то. Еще какой-нибудь артефакт один. Но пока что
Больше Библий. Отлично. 4 Библии. 4 Библии это прям прекрасно. Ну, да, я вообще думал, что будет что-то гораздо прям поинтереснее здесь, но тоже неплохо. Урон на 20, урон на 20. В будущем, я думаю, будет актуально очень. Стоп, это какой? А, еще 2 уровня прокачки у топоров есть. Звучит прям вообще великолепно. Кинь, пожалуйста, воду святую. Ради всего святого. Ой-ой-ой, сколько экспириенса. Проходит сквозь 2 врагов. Ой, хорошо. Не, у нас неплохие шансы. Что-то мне подсказывает, что вот с этой вот львиной головы должен выпасть сундук тоже. И если мы залутаем, сейчас я еще ни разу в этой игре не лутал как бы еще один сундук. В принципе, я выяснил, что походу лучше накачивать уроном текущие артефакты, допустим, 3, чем брать полный сет из 6. Блин, я думал, что этот сундук будет еще круче. Но возможно, что каждый 3-й будет круче. Это что такое? Что это? А улучшенная святая вода. Зона урона. Что? Зона урона смещается к врагам. Но она как-то довольно хаотично разлетелась. Урон увеличен еще на 20. Вот, я думаю, вообще прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой. И у нас, да, в принципе, с тем, что мы прокачиваем как бы, ну, то есть немного сразу, а какие-то конкретные вещи, у нас хватает урона вот на этих волнах, потому что, ну, как бы после 11 минуты обычно у меня прям не хватает урона. Скорость всех проджектайлов. Да. А с движущейся святой водой будет вообще красиво. Книги будут делать больше оборотов. Успевать за это время. Ай-яй-яй-яй. Так, надо идти искать канделябры, я считаю. Считаю, что нужно идти искать канделябры, потому что, ну, по хп сильно просели. Больше восстановления здоровья. Окей, теперь у нас где-то 0.8. Отлично. ХП, еще денежка. Слушай, мы с этого захода прям много голды подобрали. Во-первых, очень много золота, что прям хорошо для нас в плане прокачки. Ага, появились усиленные уроды, которых Библия не шотает, которых не шотает. Ой-ой-ой. Да, а раньше же вы вроде как умирали одним ударом, разве нет? Еще магнитосферу. Я думаю, стоит. Я думаю, очень даже стоит. Я думаю, прям очень даже стоит в текущих реалиях. Прям важно. Это прям может очень сильно нас спасти. Что это такое? Я не понял, что это такое. Наверное, это деньги. Или почти много денег. Я не посмотрел на баланс до того, как я это подобрал. Хотя, наверное, стоило. Там какие-то уже золотые цифры урона. Я считаю, что регенерация здоровья сейчас важнее, потому что регенерируя, мы дольше проживем просто-напросто. А если чем дольше мы проживем, тем больше вероятность того, что мы прокачаем дальше и максимальное здоровье, и магнитосферу, и вот эти вот все приколы. Потому что что-то, ну, не факт, что с канделябров будет падать курица, но факт, что как бы регенерация будет нас регенерировать. Давайте открывать. Если это еще одно усиленное оружие, то это прям вообще великолепно будет. Усиление магнитосферы. Мне просто интересно, а там вот улучшенные топоры, допустим, существуют? А, еще такой вопрос. Ага, одно из одного, окей. Но я думал, а вдруг оно еще и прокачиваться будет, ну, в плане улучшенная святая вода. Но, видимо, нет. Улучшенная магнитосфера прям хорошо. Прям работает.
прям вот очень работает. Еще один сундучок. Прекрасно. 3. Но, видимо, не каждый третий. Или все-таки каждый третий? Нет, не каждый третий. Третий. Какой следующий будет интересный? Может, это, конечно, вообще абсолютно не так, и мне просто повезло в тот момент, но все же. Целиться в ближайшего врага, обладает эффектом бумеранга. Или еще поднять здоровье максимально. Я думаю, мы еще поднимем максимальное здоровье. Я думаю, мы сейчас попробуем докачать до максимума уже имеющиеся артефакты. Хотя, наверное, еще один проджектайл я бы взял с удовольствием. Минимум потому, что, ну, уже вот, да, текущие ребятушки не так резво умирают, как хотелось бы. Вообще не так резво, как хотелось бы. Но тут бычье сердце объективно хочет собрать. Да, и его нужно брать, я считаю. Библию запускаем. Верим в лучшее. В принципе, очень неплохо сейчас выходит у нас. 15 минут. По-моему, это рекорд. Мой, по крайней мере, мой личный. Бьет случайно... Ну вот, блин, кольцо молнии это вообще не то, что бы я хотел брать. Наверное, скорость. Наверное, все-таки скорость, потому что кольцо молнии, оно, ну, такое, оно очень посредственный артефакт. Ну, как по мне. Возможно, с прокачкой оно станет прям ультимативным чем-то. На текущий момент я не то чтобы его хочу. Реген. Это максимальный реген. Да, максимальный реген. Все, красота. Теперь берем новые пушки, новые проджектайлы. Плюс 30%. Хорошо. Я предлагаю двигаться от вейдзоны с святой водой к вейдзоне. Я думаю, бумеранг давайте попробуем. Пусть он отлетает в ближайшего врага. Я считаю, что, ну, он может как бы крест. Да, что крест может сделать хорошо. Я вижу сундук. Хочу взять сундук. Лавр. Хочу ли я лавр? Вопрос. Мне кажется, что нет. Но сейчас я хочу вот из этого взять новый том, чтобы чаще вылетали. И если мне сейчас будут выпадать апгрейды на пустой том, то это будет вообще прям прекрасно. Ой-ой-ой. Потому что святая вода бьет больно, бьет хорошо. Книги с топорами, в принципе, тоже неплохо все вот это вот делают. Это что, это босс какой-то? Или это тоже сундуконосец? Откаты высокие. Просто очень высокие откаты. Да, господи! Они не отталкиваются, что ли? Почему они меня так сильно жмут? Еще увеличиваем откаты. Чаще Библии летят, чаще святая вода летит. Мне интересно, влияет ли это на регенерацию. Потому что если это влияет на регенерацию, то это прям прекрасно. Последним артефактом, я думаю, канделябр. Потому что со святой водой увеличение войдзон, да, от святой воды это то, что прям нужно. Это прям то, что нужно. Ой, сундучок. С нее обязан был выпасть прям крутой сундук хотя бы на 3. Почему на 1? Ага. Что это? Это улучшение топора, наверное. Да, улучшенный топор проходит сквозь врагов. Требует канделябр. Ух ты. То есть для усиления тех или иных вещей тут еще нужны... Твою мать. Вот это красиво. Вот это прям... Ой-ой-ой. Ну, я думаю, что сейчас мы прокачиваем канделябр.
Потому что я хочу увеличивать теперь топоры, я хочу теперь увеличивать зоны от святой воды еще больше. Топоры, кстати, стали, по-моему, меньше урона наносить. Они вроде как хитали, ну, типа там по 80, сейчас по 60, но их больше. Наверное, урон наносимый остался в принципе тем же, просто он, ну, как бы перераспределился между большим количеством проджектайлов. Так, еще один сундук. Хочется, наверное, Библию какую-нибудь усиленную, да, увидеть. Еще больше проджектайлы, то есть больше топоры, больше вейп-зоны. Прекрасно. Ой, хорошо. Какой 40-й уровень? 40-й уровень уже. Это что такое? Хо-хо! Ну, типа, я, в принципе, справлялся и без этого, но с этим дела сейчас вообще в гору пойдут, я считаю. Красота. Ой, ой, как же хорошо. Снижает сопротивление к отброске и заморозке. Я считаю, что я хочу чеснок. Просто для того, чтобы вот получше отбрасывать топорами тех, кто подойдет ко мне слишком близко. Потому что теперь топоры вылетают из меня во все стороны. Да, и прям, ну красиво же, красиво. Так, зеленый экспириенс полетел. Теперь, кстати, голубой экспириенс прям, ну, что-то вообще крополи дает. Ну, либо я зажрался, мне кажется. Откаты на максимум, пустой том выкачали. Следующим прокачиваем дальше до максимума, вытягиваем канделябр. Потом, наверное, максимальный запас здоровья. Тут курица раз. Огненное дыхание, пожалуй, я думаю, возьмем. Еще курица есть. Мы не будем туда подходить. Тысячу монеток мы насобирали. Канделябр. Еще на 10% увеличиваем размер проджектайлов. Гигантские просто зоны от святой воды. Господи, как же мне это нравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Либо я нашел свой идеальный билд, либо это реально мой идеальный билд. Так, ну, в один момент мне кажется, что даже вот это вот все, что у нас сейчас есть, перестанет нам приносить такой процент удовольствия. Ага, какая-то ведьма на метле. Это что-то типа босса, да? Я правильно понимаю? И с нее должен, по идее, падать сундучок. Наверное, в последний слот я хочу взять огненный жезл. Я думаю, сейчас я докачаю до конца канделябр, а потом буду пытаться ловить огненный жезл. Потом прям буду вот пытаться его выудить. Наверное, стоило, может, его сейчас взять, чтобы занять слоты, и больше ничего лишнего нам не падало. Наверное, стоило, да. Ну ладно, в принципе, окей. Ой, это последний грейд на сердечко, да? Последний грейд на сердечко. Готово. А ну-ка, да, последний грейд на сердечко. У нас бумеранг и чеснок вообще не прокачаны. Ну, будем качать бумеранг с чесноком, пытаться выловить огненный жезл, я думаю. Огненный жезл пытаться выловить для чего и зачем? А для того, чтобы просто-напросто как бы проносить гигантские уроны. По-моему, у него самый большой урон из всех, что я наблюдал. Блин, рунтрасер. Нет, так, сейчас мы качаем крест. Все, мы решили. Блин, ну рунтрасер. Просто мне кажется, что босса можно и покайтить на самом деле. А вот ребята, да, как бы вокруг, ну, это не тот контингент, который прям можно взять и вот так вот просто покайтить. Такая очень медитативная игра. Очень сильно затягивает. Я и не знаю, так ли интересно это смотреть, как играть в это. Но играть в это очень интересно, потому что это очень сильно затягивает.
стреляет случайных врагов, нанося большой урон. Давай возьмем. Я думаю, что это наш выбор. Что это прям наш выбор. Кандидат от народа, так сказать. На текущий момент, в принципе, босса пробиваем неплохо, да? В принципе, да, довольно-таки неплохо. Ух ты, что это было? Это что такое? Это что за черепа? Я его убил или он просто телепортировался? Это было как-то очень непонятно. Ой, вот эти вот. Выпупающие женщины, конечно, довольно неприятные. Так, размер этой войд-зоны увеличиваем. Что это за черепа? Они мне не нравятся, это очень видно. Так, все, ну и в принципе дальше нам остается только прокачивать до максимума наши оставшиеся 3 артефакта и жить. И жить как можно дольше, так сказать, проверять на прочность наш билд. Я думаю, что он имеет место жить, так сказать. Да, потому что, ну посмотри, ну прям с волнами очень хорошо справляемся, да. Взяли чеснок, он будет отталкивать. Взяли фаерболы, они должны довольно сильно пробивать боссов. И мы сможем лутать сундуки прям хорошо. Топоры уже прям себя хорошо показывают. Святая вода уже прокачана. И она прям какая-то бешеная просто. То есть мне теперь интересно по поводу комбинации да, дальнейших комбинаций для улучшения предметов, потому что понимаю, что изначально они бы мне не показываются, да, просто так. Вот почему я люблю чеснок, он отталкивает. Вот. И чтобы как бы все вот это вот получше ощущать, наверное, мне будет показываться, что как работает, только когда я уже, собственно, это открою. Открывать это, естественно, методом проб и ошибок. И учитывая, конечно, то, что тут есть артефакты, которые как бы не очень хочет собрать, лично мне, по крайней мере сейчас, такие как вот этот кольцо молнии, которое я не вижу как какой-то прям вот крутости. Возможно, что-то мы и не откроем. Кстати, трешечка. Кстати, я забыл посчитать, сколько их. Ну да ладно. Так. 2 прока в жезл, 1 в чеснок. Откат еще на 0,5, базовый урон. Там не важен урон. Там важно то, что он отталкивает. Базовый урон на 10. Это хорошо. Базовый урон на 10, скорость на 20. Тоже неплохо. Хотя вот я так что-то смотрю, возможно, это и не прям самый, скажем так, сильный предмет, потому что он что-то по 10 урон растет. Чеснок от отталкивания, а потом качаем кресты. Мне вот еще очень интересно, вот сейчас, если, допустим, я смогу выкачать полностью чеснок, да? Допустим, если я смогу полностью выкачать чеснок, мне как будут выпадать улучшения? Ну, то есть будет просто по 2 слота или появится какая-то новая механика? Ну, потому что по идее, не знаю. В общем, посмотрим. Поэтому мы хотим, наверное, прокачать полностью для начала чеснок. Чеснок полностью чаще работает, дальше откидывает. Посмотри, какая красота. О май гад! Вау! Можно вот last level? Нет, нельзя, ладно. 1300... О, кстати, 1337 монеток. Уважаемо. Элитная, я бы сказал. Так, урон на 10. Хочу прокачать чеснок. В теории, если падает, да, как бы по 3 слота, то, ну, чеснок выпадет обязательно. Последняя прокачка в следующем пуле, да.
И вот тут встает вопрос, смогу ли я прокачиваться дальше, во-первых. Если да, то как это будет выглядеть? Блин, не хотелось подбирать, конечно. Ну да ладно. Так, теперь давайте пройдемся в обратную сторону. Пособираем опыт. Сейчас будет 52 уровень. По идее, чеснок 8 уровня. Поехали. Топоры очень хорошо отбрасывают, кстати. Прям очень качественно. И под чесноком их вот это вот сопротивление отбрасыванию, да, высокоуровневых мобов, оно очень сильно падает. То есть каждый... Ну, то есть без чеснока... Ага, просто будет по 2 давать. Ну, окей. То есть без чеснока, я думаю, сейчас было бы уже очень тяжело. А с ним прям хорошо. Он наносит мало урона, я не отрицаю. Но он очень хорошо работает вкупе, да, с другими предметами. Прям максимально хорошо. Тем временем 15 тысяч юнитов. Я считаю, это почетно. Давайте прокачивать бумеранг. Я думаю, что он нам интересен за счет своих рикошетов. Может, у него очень высокое, да, отталкивание, как вот у топоров, например. Прям мне нравится. Прям вот отталкивание у Святой Воды, да, и у Библии, по-моему, не такое качественное, как у топоров. Кос это не какие-то. Вот, опять вернулись те черепа. А, ну это, видимо, просто мобы. Окей, братец, ты что-то это... Ты что такой жесткий? Это что, это типа Дракула? А прикинь, это реально последний босс. Прикинь, окажется, что это можно, ну, типа, пройти. Это будет круто. Это будет, безусловно, очень круто. У него просто какая-то необычная красная аура. Смотри, вот прям это либо заявка на то, что этот моб неуязвим, да, и он просто будет меня булить, пока я не умру, да, либо это заявка на то, что это последний босс. 8 базовый урон на 10. Тут как вот тут как-то не скучно. Ну посмотри, как они летают, хорошо. Бумеранг, господи, да, вот предупреждение для эпилептиков на как дисклеймер, да, при запуске игры, это нужно было. Теперь боссы становятся мобами. Да, те, кто раньше были боссами и элитками, теперь стали мобами, потому что вот эта вот Гаргона и ведьма были просто элитками. Так, окей, подбираем сундук. Это был не неуязвимый и не последний босс. Грустно. Охо, хо-хо, что это такое? Это чеснок прокачанный, наверное, да? Учень чеснок крадет сердца, сила возрастает при регенерации здоровья. А он все так же увеличивает их, уменьшает их, вернее, сопротивление отталкивания. Просто если как бы да, то окей. Если нет, то типа... То есть эта штука меня лечит, по идее, да? А ну-ка. Это очень опасно получать по лицу, но... Ну... Кажется, да. Кажется, да. Это совсем не точно. 60 уровень, это, понимаю, максимальный. И что будет, когда я получу 60 уровень? Может, это будет момент, когда игра закончится? Мне просто интересно, у нее есть какой-нибудь, вот, в принципе, конец или его нет? Но, по-моему, мы вот как бы собрали... Ой-ой-ой. По-моему, мы собрали как бы идеальный билд, и все хорошо. Все прям круто. Базовый урон на 10, скорость на 20%. Это последний уровень, да? Нет, это предпоследний уровень. А, ну вот, 59-й, 60-й. Все, вот это последний уровень. Экспириенс продолжил накапливаться. И, по-моему, игра уже не вывозит просто количество мобов, которые она спавнит, потому что, по ощущениям, начал подседать немножко фреймрейт. Ну вот, как бы не то, что фреймрейт подседать, а
отклик персонажа стал более тугим. Большой мешок монет добавляет 25 к общему количеству ваших золотых монет. Ну то есть потенциал дальнейшей прокачки в принципе есть. То есть можно как бы фармить монетки. Не, ну по-хорошему, я просто смотрю, я могу просто типа стать в одном месте и стоять. И как бы вообще горе не знать. Ощущение такое, что я собрал какой-то вот имбалансный билд, который не контрится, и типа все. Игра пройдена. А ну-ка, что будет в сундуке? А ну-ка, отошли. Сундучок. Лутаем сундучок. Потому что, ну, у нас есть топры, которые отбрасывают, чеснок, который срезает, да, им отбрасываем. 25 монеток, ну как-то, ну такое. Могли бы больше дать, что ли. Вот, святая вода, которая там наносит миллионы урона. Бумеранги, огненные жезлы, ну вообще какая-то лють полная. И это, я так понимаю, последний вид был редких мобов. Да, вот этот вот вампир, потому что они, кажется, пошли по кругу, потому что уже второй сундук — это Гаргона. Да. Мне интересно, ну, вот, видимо, как-то количество мобов мобы, они привязаны, да, вот особенные какие-то от арены, я так понимаю, меняются прям конкретно, потому что вроде тут была пародия на повторение, но как-то все это закончилось. Нет, что я полечился? Нет, деньги. Я уже бы на самом деле хотел умереть, если честно, но намеренно умирать не хочется. Вот вроде да, вот вроде как бы вот на текущем этапе, когда ты можешь просто бесконечно сидеть и лутать деньги, уже не так интересно. Интересно строить билд и вот там выживать как можно дольше. А в тот момент, когда ну, уже все, вот сейчас просто мне дают деньги, блин, с сундуков. Нету вот этого вот крутого чувства от сундука, когда ты такой, сундук, сейчас мне что-то выпадет. Нет, уже такой, ну, типа сундук. По-моему, я начал получать урон, так, нет, я не остался. Ладно, полечимся. Просто пытаемся жить как можно дольше. По-моему, игра все. Игра решила меня душить. Так, ну по идее меня лечит чеснок, а меня лечит эта штука, регенерация, меня лечат левелапы. В теории я могу очень долго еще жить, потому что да, крипы перестали отбрасываться, крипы стали очень прям ультра жирными. Мне интересен вот как бы ну, вот максимум. Что мы сейчас можем максимально выжить? Выжить максимум просто хочется теперь уже. Если минуту назад мне хотелось уже умереть. Что? В смысле? Что это было? Так, огненный жезл 4 уровня, Носферату в библиотеке, 40 уровня в библиотеке, 20 минут с любым персонажем, да, улучшите топор, окей, святую воду, окей, чеснок, окей, 500 монет, подожди, стой, то есть у нас сейчас прям миллион, 4000 денег. Хо-хо-хо. Ну давайте прокачаемся. Я думаю, что уже все, конец серии. Час, господи, час длится запись. Так. Что я думаю? Как вы считаете, что было бы прекрасно сейчас прокачать? Скорость за количество частоты появления врагов. Ага. Не, пока не интересно. Ну, возможно, в будущем будет интересно. Сейчас неинтересно. Возможно, с них, ну, как бы больше врагов, а значит больше экспы, значит больше лута. Нет, сейчас неинтересно. 10% больше монет с каждым рангом. 3% опыт с каждым рангом.
Мне кажется, что я все же хочу сейчас на все бабки прокачать регенерацию. Или силу. Нет, регенерацию. Хочу на все бабки сейчас прокачать регенерацию. Все. Полный максимальный уровень. 0,5 в секунду. Теперь. Так, еще... Ой, какое все дорогое стало. Еще хотел посмотреть последнюю вещь. Где он? Где он? Вот, Клеричи. Клеричи, да, у него врожденные пол хп в секунду он регенерирует. В принципе, все остальные персонажи имеют то же самое. Ой, я как-то не подумал. Надо было, наверное, открыть. А если я, допустим... я вернул все деньги. А давайте. Так, стоп. Ну, то есть, экономическая ситуация не изменилась. Окей. Да, потому что в следующей серии мы с вами посмотрим на арку Ладона, который имеет время отката оружия уменьшено на 5% из его стартовых способностей. И его стартовое оружие огненный жезл. А также посмотрим на Матрачо, у которого кость больше снарядов каждые 20 уровней. Непонятно, что оно такое. Но кость это какое-то новое уникальное орудие. Да, теперь мы прокачаем просто на оставшиеся деньги вот так вот регенерацию. И на этом я с вами прощаюсь. Все ссылки, по которым можно там подписаться, что-то написать в описании к ролику. Все лайки ставьте под видео, дизлайки тоже ставьте туда, комментарии пишите туда же. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. А с вами был Гример. До скорых встреч.